Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Александр Лазарев на связи прямо сейчас. Александр, приветствую вас. Здравствуйте. Александр, события бьют ключом, как говорится, все по голове. Действительно, там тяжелейший удар по Киеву был вчера, то есть позапрошлой ночью. Разгребают завалы, вроде как закончили с этой многоэтажкой, 30 человек погибло. Сегодня траур в Украине по этому поводу. Но кажется, что нет никакого просвета, что ли. Вот сегодня выходит Нью-Йорк Таймс и, в общем, со ссылкой на некого американского чиновника сообщает, что Витков и Кушнер готовы приехать в Россию, в Украину готовы приехать, если будет, цитата, «что-то новое для обсуждения». Однако не намерены совершать поездки ради фотосессий. Значит, спецпосланники почти ежедневно поддерживают контакты с украинскими и российскими официальными лицами, но, в общем, даже встречи проводили, публично об этом не сообщалось, то есть там намекают на некую тайну за кулисами. Ну и, в общем, цитата из этого материала, что русские отчаянно ждут возвращения Виткофа и Кушнера, существует большое разочарование по поводу этих двоих, в то же время ни у кого нет альтернативы посредничеству США. Какой-то замкнутый круг с этими переговорами. Причем, знаете, как Зеленский вчера использовал площадку, то есть все видели эти кадры. То есть, да, техника разгребает завалы. Но тут приехал Зеленский, рассказал, что Путин его боится, что надо превращать Москву в остров, что будет ответка, что, в общем, пропиарился, собственно, и все. А движения никакого в плане разрешения ситуации нет. Даже этот материал Нью-Йорк Таймс нам говорит о том, что как бы там русские чего-то отчаянно не ждали, но ничего нового не происходит. И от этого становится как-то не по себе. Как вы трактуете эти события? И действительно ли так получается, что какой бы силы ни был удар по Киеву, там, что бы ни разбомбили, для Виткофа и Кушнера ничего не происходит нового? Почему? Во-первых, я приношу свои искренние соболезнования всем семьям погибших, потому что 30 человек погибло. Это огромное горе, причем общее национальное горе. Это мирные жители, которые потеряли свои жизни. Вообще, большая беда, что эта война не заканчивается, потому что мы раз в неделю стабильно обсуждаем, с вами встречаемся, обсуждаем, да, либо слышим в новостях, что гибнут мирные жители, причем неважно с какой стороны. То есть эти трагедии происходят, люди живут, и они как бы строят свои планы на жизнь, они видят какое-то будущее, у них семьи. Тут из-за того, что политики не могут решить этот вопрос за столом переговоров, теряют свои жизни. То есть это огромная трагедия. То, что Зеленский не брезгует в такие моменты пропиариться, это не новость уже. Он неоднократно это делал и раньше. Всегда Зеленский приезжает, уже постфактум приезжает. Но я хочу отметить другое. Всегда Зеленский, когда такие массовые удары наносятся по территории Украины, находится где-то в турне. То есть его нет на территории Украины. В данном случае он этот удар практически анонсировал. Если вы вспомните, он был в Ирландии, рассказывал о том, как он может поставлять туда беспилотники и выстраивать вообще систему обороны Ирландии, как будто Ирландия планирует с кем-то сейчас воевать. И рассказал о том, что мы ожидаем массированный удар по Украине. У меня возникает логический вопрос, а откуда ты об этом знаешь, что массированный удар ожидается? А почему ты в этот момент не находишься со своим народом? А ездишь где-то по Европе в полной безопасности, в полном спокойствии, оттуда ты рассказываешь что-то и грозишь. И когда удар проходит, Зеленский приезжает, и приезжает действительно, вы правильно отметили, техника работает, достают людей из-под завалов, разгребают эти завалы. Его функция там какая? Он что, приехал? Кирпичи таскать, он первую медицинскую помощь оказывать будет. Что его функция приезд туда? Во-первых, когда он туда приезжает, я хочу, чтобы все понимали, что оцепляется полностью весь микрорайон, в который он приезжает. Там служба безопасности, там полиция, там телохранители, там другие спецслужбы, госохрана. То есть полностью весь этот микрорайон оцеплен, вплоть до того, что там и снайперы могут находиться, потому что
отношение к Зеленскому далеко не самое позитивное среди украинского народа, и они пытаются купировать любую возможность угрозы для его жизни. То есть, по сути, он мешает, да, приезжая в такие места, службам, да, МЧС там, да, и другим службам, спасать жизни людей, разгребать эти завалы, да, то есть решать важные и нужные вопросы здесь и сейчас. Приезжает туда, правильно вы сказали, пропиариться, рассказать о том, что он нанесет ответный удар по Москве, он с Москвы сделает остров, и прочие дешевые понты, да, которые он там зарядил. Ну, к чему это все приведет? Разве мы не видим, что, ой, мы ответим, вы ответите, они ответят, еще кто-то ответит. И эти ответы за ответами приводят к тому, что эскалация идет, да, нет никакого процесса деэскалации. И вот переходим уже к американцам, да, вот американцы говорят, Уитков с Кушнером, во-первых, они постоянно на контакте, контакт между российской администрации и американской, он не прекращался, просто он не всегда обнародуется, он не всегда публичный. Переговоры и поездки того же Дмитриева постоянно происходят, телефонные переговоры между Ушаковым, Кушнером, да, там, и Уиткофом, они тоже не являются чем-то феноменальными, не происходит раз в месяц, либо по каким-то важным датам и событиям. У них очень много вопросов, которые они между собой согласовывают. Но сейчас американцы прекрасно понимают, да и, в принципе, все стороны понимают, что в ближайшие месяц-два, да, задача не стоит деэскалировать конфликт. Наоборот, задачи сейчас другие стоят, причем Зеленский о них прямо сказал, что есть 40 дней, в эти 40 дней мы там покажем, еще лето не закончилось, мы покажем русским, да, не русским, а власти Российской Федерации, какое у нее шаткое положение, то есть у нас еще есть время, мы будем это все делать, а потом попробуем там раскачать общество и как-то поменять власть. Но я бы Так еще а обратил кто внимание. дал этот срок? Ну, вот тоже очень интересно. Мы ждем какой-то, как мы, Зеленский ждет какое-то оружие, какую-то, не знаю, вундерваффе, которая, в общем-то, изменит что-то и там даст отмашку, я так понимаю, G7, да, это об этом сам Зеленский говорил, потом эти 40 дней. Сейчас мы видим, что в Новороссийске нет бензина в открытом доступе, проблемы с бензином, и вроде как должно быть хорошо, но что-то не очень, потому что уже разворачивают мобильные заправки, Черниговская, Сумская область, Полтавская, в общем, Днепропетровская, Запорожская. Сейчас прям каждый день одна-две заправки выносятся на территории Украины. Очереди есть и в Украине, ровно такие же, как и в России. Но как-то вот непонятно, это 40 дней на что и кем даны. 40 дней, не знаю, это, наверное, какие-то расчеты Зеленского, да, что вот прям в преддверии выборов, да, что-то должно произойти. Что касается оружия, такие, в принципе, и так ему поставляют вооружение. Я не могу даже гипотетически представить, что это за вооружение, которое должны ему предоставить. Дальнобойные ракеты ему давали, дают и будут давать. Вот в данном случае британцы, немцы, возможно, немцы немного сократили, да, они вот Таурусы свои не дают, а британцы дают. Вот. Поэтому вряд ли вот ему могут дать что-то такое, что повергнет всех в шок, да, а Россию в ужас. То есть, если речь там идет о какой-то ядерной бомбе, да, то, я уверен, что этого не будет. Не уверен, я хочу в это верить, что этого не будет. Давайте так, это желаемое за действительное, потому что я, в отличие от Зеленского и Кулебши, да, и же с ними понимаю, к чему это все может привести и какие могут быть итоги подобных действий. Вот если развязать такую войну. И в этом нет никаких ухмылок, да, и ничего веселого совершенно ни для кого, даже для ближайших стран, потому что я хочу, если, чтобы все вспомнили, если, например, Хиросима и Нагасаки, это очень давно было, то Чернобыль был в 86 году, да, и как близлежащие страны ощутили на себе эту трагедию, которая произошла на нашей территории. А что такое удар ядерным оружием, тут даже говорить не хочется. Вот. Что касается 40 дней, там попыток Зеленского качнуть, я уверен, что это британская технология. Они ему сказали, что вот посредством раскачивания ситуации, ударов по НПЗ, ударов там по
логистики углеводорода в Российской Федерации, можно будет вызвать какой-то несусветный кризис, панику, и население выйдет и свергнет Путина. Но надеяться на то, что в России население выйдет и свергнет Путина, это глупость. Вот. Более того, настроения, скорее всего, будут совсем противоположного характера, да, от тех, которых пытается добиться Зеленский и добиться Британия. Во-первых, ну и выборы как бы в России не президентские, да, я хочу напомнить, потому что почему-то ломы Зеленского постоянно говорят, что выборы Путина, выборы у Путина и выборы Путина. Нет, выборы не Путина, выборы парламентские. Вот. И Зеленский так тоже пиарясь на горе украинском, когда приезжал на это место трагедии, сделал заявление о том, что я хочу напомнити тогда там українським політикам, що то в Росії вибори, а не в нас. Ну, молодец, что напомнил. У нас выбора уже 8-й год нет. Так что напоминай и дальше, да, что то в России выборы, а не у нас. Он даже в этих мелочах не понимает, как он дико и абсурдно выглядит, когда он комментирует какие-либо выборы и где-либо. Особенно, когда он сказал, що в них там це. Ну, ця як і одна партія, оце єдина, или не, единая Россия, да, он как будто слово единое забыл, русскоязычный Зеленский, да, забыл слово единая Россия. Вот, то там одна ця партия є і все. Ну, я хочу спросить, а в Украине много партий есть, вот в реальном смысле, да? Монобольшинство, монокоалиция, это не одна партия? Или там всех, кого он за жабры держит, там Порошенко, Тимошенко, ОПЗЖ, да, и все ЗЖ, которые там находятся в парламенте. Это тоже единая партия, судя по голосованиям. Где-то позволяют не голосовать, а там, где надо, они потом впереди планеты все бегут. Поэтому, ну, чья бы говорила в данном случае? Вот, мне кажется, Зеленскому не стоит вообще слово «выборы» как-то упоминать. Но ему объяснили, ему там передали опять какие-то секретные планы, расчеты, которые для сознания Зеленского показались вполне реалистичными и разумными, и он на это уповает. Ну, сколько уже таких расчетов было и заявлений было, что вот-вот сейчас мы это все сделаем и Путина свергнем. Последний такой самый серьезный расчет был на бунт Пригожина, да, на вагнеров, которые развернулись и шли в сторону Москвы. Тогда говорили, что с Пригожином на контакте был, как его, Буданов, вот что они там общались, да, что его как-то курировали. Чем этот бунт закончился? А там как бы вероятности больше было, чем во время выборов в парламент, в Государственную Думу России. Поэтому, ну, на месте Зеленского, ну, не стоит ему обольщаться и надеяться на то, что в России какой-то госпереворот произойдет. Там система власти по-другому выстроена. Вот. Хотя, я думаю, Зеленский прекрасно понимает, где какая система власти и как выстроена, но британцы ему эти расчеты передают, и ему нужно показывать видимость деятельности и некую активность. Но обратная же сторона в чем? Вот наносит он удары по российским НПЗ заправками логистики. Россия же тоже наносит, вы правильно подметили, по украинским заправкам, по украинской логистике. Правда, по НПЗ не наносит, потому что их вроде как нет, или, ну, если я не ошибаюсь, да, может быть, какой-то один или два есть на Западной Украине, я не владею этой информацией. Вот, но есть одна большая разница, да, над которой стоило бы задуматься, например, тому же Зеленскому. Условно говоря, если я там управляю там, какими-то ударами по противнику, я должен понимать, что в мою сторону могут полететь зеркальные удары вот по той же инфраструктуре или по еще более критически важной инфраструктуре, энергетической, да, в случае с Украиной. Ну и, например, по заправкам. Мы должны понимать, что Россия бензин производит, да, Россия добывает и производит, говорю, бензин, углеводороды, да, добывает и производит. А наша страна закупает. Вот. И это, кстати, такой тоже очень важный, удивительный нюанс, что если перебить логистическую связку, да, в том числе и потом распределение и перебить заправки, то тогда возникнет очень серьезный коллапс и кризис. Это в быстром режиме это не возобновляется. Это довольно-таки сложное усилие. Думает об этом Зеленский или нет? Мне кажется, не думает, потому что он думает, как с Москвы сделать остров. Да? Вот. Так Это а что его имеется в мысли. виду? Что это за остров Москва?
Как вы считали? Я не знаю, может, он судит, что там Москва-река как-то огибает город. Нужно карту открывать. Зеленскому виднее. Он там очень много раз бывал и, может быть, изучал все пороги Москва-реки, а, возможно, даже купался, вот, пребывая там в каком-то приподнятом настроении. Ну, глупость на самом деле. Ну, чего он несет? Ну, какой остров с Москвы? То есть, если он начнет наносить прям очень жесткие массовые удары, ну, к чему это приведет? Ну, любой адекватный человек понимает, какая будет реакция. Более того, вот эти все заигрывания, да, попытки вызвать огонь на себя, как говорится, а вот они там боятся, а Путин трус, а он не применит ядерное оружие, а если применит ядерное оружие, то он все равно трус, потому что только трус может применить ядерное оружие. Но если он применит, так он стопудово проиграет. Ну, подумаешь, там воронка будет какая-то, говорит, на Майдане. Это Кулеба жена опять заявила, да? Опять какая-то воронка. Ну, там на Майдане будет. Ну, что-то такое. Ну, все равно же Путин проиграет. Но вы понимаете, насколько это дичь, которую они публично озвучивают? У нормального, психически здорового человека такие мысли даже не рождаются в голове. А у них это на языке. Я боюсь себе представить, что у них на уме. Тут Залужный идет в президент. Это, наверное, в его адрес была вот эта формулировка, что некоторые забыли, где выборы. Типа в России, а не у нас. У нас выборов нет, у нас всю страну должны защищать. Но вообще, конечно, очень интересная, скажем так, диспозиция. Насколько с вот этим заявлением связаны события в том же Монако. Сегодня, кстати, Интерпол разослали, там 87-го года рождения, женщина, которая маскировалась под мужчину, которая закладывала вот этот рюкзак с взрывчаткой. Тоже установили, что не жена была вместе с Ермолаевым. Некоторые, опять-таки, то это все же очень сложно в украинской политике. То есть можно, например, сказать, это человек, которого там финансирует Ахметов, ну, тот или иной политик. Но открыто и явно давно никто никого не финансирует. Вот про этого Ермолаева тоже, олигарха подсанкционного, тоже ходят разные домыслы, что чуть ли там не Залужного он собирался финансировать его избирательную кампанию, вот поэтому в таких проблемах и оказались. Расследование идет, следствие идет, результаты мы вряд ли узнаем, задержат или не задержат женщину, которая вот это все, скажем так, организовала, имеется в виду, принесла на место взрывчатку, не ясно, но политические авторшоки от этого землетрясения, они существенны. Французы и политики, и вообще, в принципе, медиасфера немножко в шоке от того, что происходит, и что когда вот совершенно недавно такая тихая гавань для всех old money Монако теперь уже, тоже, получается, связана с украинскими боевыми действиями, только тут непонятно на бизнес-поле, на политическом поле. Как вы считываете вот эти новости? Они просто, как бы нам намекают, что, несмотря на заявление Зеленского, некий старт каких-то политических баталий уже наметился? Давайте насчет финансирования разберемся, да, кто кого и как финансирует. Сейчас украинские партии, нет такого, как было раньше, что есть определенные олигархи, они создают свои партийные проекты, они вкладывают туда деньги, и, собственно говоря, они двигают там в парламент, либо в президенты, в зависимости от того, какой уровень выборов происходит в этот момент. И вот они там контролируют. Либо некий там консенсус олигархический. 2-3 олигарха скинулось. Ну, раньше так было, по крайней мере, в Украине, да. Вот, и эта тема работала. Сейчас все по-другому работает. Сейчас есть структуры, например, того же Лондона, вот, которые контролируют политические фигуры. И эти структуры Лондона по типу как в книге «12 стульев», да, собирают некий тайное общество меча и орала, на которое говорят, что наша Родина находится в больших неприятностях, да, и повсюду мы слышим стоны, и это стоны нашей бескрайней Родины, поэтому помогите детям. Вот, кто чем может, да, говорит,
мы вам выдадим парабеллум, а можно деньгами? Можно. Вот. И, собственно говоря, приходят к украинским олигархам и говорят: ты хочешь, чтобы у тебя все было хорошо? Вот, ты хочешь дальше, чтобы у тебя бизнес шел, да? Ну, давай скинься. Потому что зачем британцам свои деньги тратить? Но все равно при этом все контролирует процесс, да, именно британские структуры. Ну, где-то отчасти американские. Но Британия сейчас превалирует именно в политическом смысле в Украине. То есть, по сути, Ермолай, вряд ли он был таким персонажем, который там сам решил посла Украины в Британии, да, Валеру Залужного, который давно на контакте находится с британскими службами, перекупить и решить его финансировать. Нет. Скорее всего, к нему пришли важные люди, да, и с ним очень вежливо поговорили, и после этого он мог согласиться на какое-то финансирование. А это что касается финансирования выборов и что касается Залужного. Нет, что касается Залужного, сейчас скажу. Да, ну, Валера Залужный после выступления Усика выглядит вполне себе интеллектуальным кандидатом. Честно говоря, раньше это выглядело все очень смешно, а сейчас, когда я увидел, как Усик в Соединенных Штатах Америки объяснял, что такое українська національна ідея, да, це вишиванка, це пісня, це мати коня. Ось, то degradation – это вполне себе, ну, нормальная тема, и не так вроде бы и стыдно это все выглядит. Такой себе вот украинский хлопец, ну, немножко комбайнер, ну, ничего, зато генерал боевой, да, ну, чуть-чуть убежал от войны, когда его сняли с должности главнокомандующего вооруженных сил Украины, сослался на то, что со здоровьем у него плоховато. А потом в Лондоне выступает, учит жизни и фотографируется там в стиле нового лондонского парламента, да, исторического, как сказал Стармер. Пальчик к лицу подставляет и прочее. Ну, выглядит это нелепо. Но менее нелепо, чем Усик, который хоче мати коня и танцевать под украинскую песню. Это что касается кандидата. Я очень сильно надеюсь, что украинскому обществу хватило этой некой прививки, хотя это не прививка, это перенесенная болезнь уже, потому что прививка – это же когда ты не болеешь, да, а когда ты болеешь, то это, ну, это есть такие последствия, которые мы видим, например, внутри общества, да, то это уже болезнь перенесенная. Я надеюсь, что хватило, что не нужно выбирать подобных персонажей на высшие государственные должности. И в данном случае ни Усик, ни Валера Залужный, ни Буданов лучше Зеленского уж точно не будут. Это все люди, и все это персонажи с одного поля, да, с одного направления. Политика не поменяется, разве что только еще больше будут закручивать гайки. Что касается самого Зеленского, я считаю, что ему выборы не нужны. Вот, и он на них ни в коем случае не согласится, потому что он не видит возможности удержать, даже при той структуре, которая сейчас у него выстроена, не факт, что он сможет контролировать проведение выборов, потому что будут те же британские спецслужбы, американские спецслужбы, и они могут ему обещать что угодно. Они ему пообещают: Володь, все будет хорошо, ты победишь, ты не волнуйся, ты, главное, начни. А потом посчитают так, как надо. И тут вопрос не в том, что Зеленский как-то не выполняет их задачи. Возможно, у кого-то аппетиты попроще и поменьше. Может такой нюанс быть. Поэтому Зеленский сейчас будет выполнять все, что скажут британцы, для того, чтобы, не дай бог, эта тема не дошла до практической реализации, что касается выборов. А британцам подойдет. Им же главное выполнение задач. Им без разницы. Это Валера, это Саша, это Володя, да, или это Кирилл, там, или еще какой-то, или Петя, Юля. Ну, какая им, собственно говоря, к черту разница, если человек функция, то есть он должен выполнять поставленные задачи. Он их и выполняет. Вот это что касается выборов. Что касается Монако. Я, честно говоря, ну, не знаю, насколько, да, это какие-то политические разборки или это криминальные разборки, потому что писали уже очень много интересных вещей насчет этого Ермолаева, что он связан с колл-центрами, да, с этими мошенническими структурами, а там передел всегда серьезный у них идет. И там, я думаю, что люди, которые могут себе позволить обманывать стариков, да,
забирать у них последнее, доводить их до сердечного приступа, ну, у них точно ничего святого нет. У них даже понятий нет никаких. Как понятий в смысле криминального мира, я уверен, что у них тоже нет. Поэтому, что они могут кого-то мочить, им это вообще не проблема. Мы видели на Бали, да, эту историю. Мы их еще много очень увидим, этих всех событий и историй. Но было заявление со стороны французской прессы, там и представителей власти о том, что за этим стоит служба безопасности Украины, да, и там тянутся как бы серьезные вопросы политического характера. Я бы этот момент тоже не отметал, потому что, ну, давайте не будем забывать, что сколько прошло, год или полтора года назад, после того, как лишили жизни Андрея Портнова, тоже на территории Европы, казалось бы, раньше это было практически невозможно. Сейчас давно эти предохранители сняты, вот, и они работают по всему миру, им плевать. Значит, у них есть на то какой-то карт-бланш и есть разрешение устранять. Потому что мы увидели, что после того, как лишили жизни Портнова, никто не понес ответственности. Ну, в данном случае показали нам тетку какую-то, которая подложила Ермолаеву под двери эту взрывчатку. Ну, тетку могут поймать, найти, даже очень страшно наказать. Она потом расскажет все, что ей скажут, да, где бы она ни была и кто бы ей там не давал эти указания. Скажет как надо. Это если еще найдут. Потому что тетку ж могут тоже найти в каком-то непонятном состоянии, при котором она уже свидетельствовать не сможет. Таких случаев мы тоже видели, что исполнителей тоже очень часто убирают, да, особенно если это работают спецслужбы. А потом могут убирать еще тех, которые убирают исполнителей. Ну, история пестрит такими моментами. Поэтому многогранная история. Но что касается выборов там из Залужного, связано ли это напрямую? Я думаю, что это может быть одна из частей этой истории, да, но не основная. А то, что он приезжал и разговаривал, ему сказали: брат, ты, говорит, хорошо подумай, надо оно тебе или не надо, да, там Арахами вместе с Умеровым мы это все рассказывали. Но я думаю, что брат своей головой не думает. У брата есть большой брат, который вместо него эти вопросы и решит. Мгм. Я так понимаю, что ну, какого-то варианта смены Зеленского, переизбрания Зеленского, электорального варианта нет. Но давайте тогда смотреть на вот эти 40 дней и все остальное. Экономист же нам четко пишет о том, что 40 дней откуда взялись. Надо до августа что-то как-то вот каким-то таким макаром выкрутить, вот с этими ударами, с бензином, с кризисом, с планом «Зе Шатун» в отношении российского общества, чтобы условно россияне согласились на плохой мир, или временный, или в принципе плохой. Да, ну а потом Зеленский, как победитель, который, видите, закончил эту тяжелую войну, еще и с таким количеством побед, которые он как бы предоставляет в изобилии, имеется в виду по своим этим отчетам и потужным заявлениям. Ну, вот сейчас вот эти АТЭШ, это типа партизаны в Крыму, ну, при Гуране, они говорят: все, российским чиновникам приказано собирать деньги, документы, семьи и эвакуироваться из Крыма. Ну, победа же, победа. Вообще так интересно выглядит, то есть тяжелые инфраструктурные удары по Крыму, да, выдаются как вот прям необыкновенный такой прорыв вперед. А то, что Константиновка становится братской могилой, и об этом уже не боясь говорят, в том числе украинские военные, ну, как-то, знаете, как-то всем плевать. Так вот, не кажется ли вам, что эти дедлайны как раз и совпадают с каким-то хитрым, молниеносным, быстрым переизбранием Зеленского, подтверждением, что ли, своей нужности и важности для западных партнеров и в принципе. И вот тут же возникает момент. Так а что Россия? Ну, Витков, Кушнер не видят ничего нового. То есть их визит так и не понятно, так непонятно, когда этот визит, да, но что может заставить Россию, да, пойти на такой похабный вариант перемирия для того, чтобы выборы в Украине провести? Ничего. Более того, что
Что касается наступления в направлении Крыма, да, и прочего, это, ну, если Зеленский действительно решит это воплотить на практике, это будет хуже Курской авантюры. Это будет очень глупое, опрометчивое, безумное решение, которое повлечет за собой огромнейшие потери личного состава. То есть, если он на это пойдет. Почему я так считаю? Когда мы видели Курскую авантюру, мы помним, какое количество личного состава вооруженных сил Украины и сил специальных операций там погибло. Да? Там цифры ошеломляющего характера. Результаты какие были? Фотография возле пятерочки. Вот это, ну, это результат достижения, да, ради чего положили столько людей. Но на Курском направлении не была выстроена такая эшелонированная линия обороны, да, или несколько линий, которые выстроены именно на крымском направлении, потому что в 23 году, я хочу напомнить, когда действительно там накапливались силы вооруженных сил Украины, и действительно были намерения идти в контрнаступление, да, в сторону Крыма там, да, и других направлений, то тогда почему это контрнаступление не удалось? Почему-то все об этом забывают из украинских чиновников, которые говорят, потому что Россия тогда выстроила очень много рубежей обороны именно на крымском направлении. И даже тогда, при наличии возможностей, при наличии боевого победного духа, да, при наличии огромного количества личного состава вооруженных сил Украины, огромного количества, это понятно, относительное понятие, да, но по сравнению с сегодняшним днем, когда нехватка на всей линии фронта личного состава и ТЦК просто беснуются, да, отлавливая людей, тогда еще такой истории не было. То есть тогда более-менее ВСУ были укомплектованы, наличие большего количества вооружений и прочего, и тогда они не двинулись, потому что разведка докладывала, что очень серьезное препятствие, очень серьезная линия обороны, и там можно просто оставить весь этот личный состав. Так вот, я к чему хочу сказать. На Курском направлении такой линии обороны не было, да, и то результат мы помним, да, был заход, какое-то время контролировались определенные села, да, там поселки и территории, вот в основном леса, а потом были и обратные решения, и обратные эффекты. Так вот, там не было этой обороны. Что касается крымского направления, там эта оборона выстроена. Поэтому, если Зеленский реально думает, я очень надеюсь, что ему хватит ума этого не делать, потому что погибнет много людей, и это будет очень глупо. С точки зрения пиара могут рассказывать что угодно. Мы это слышали неоднократно и про кофе на набережной Ялты, и про концерты, и про то, что русские чиновники бегут уже оттуда, да, и всі, хто туди зайшов, всі ті росіяни вже втікають на лодках, казанках или надувных кругах, пытаются переплыть там в сторону, не знаю, вот в сторону материка, условно говоря, да, мы это слышали в 23 году. Вот. Поэтому сейчас эти все победные заявления, честно говоря, пока что мне похоже больше на какие-то медийные проявления и медийные победы. То, что там могут действовать диверсионные разведывательные группы, да, они там всегда действовали. Вот мы на протяжении 4 лет мы неоднократно видели вот, и высадки, да, и прочее. Вопрос результатов, конечно, да, к чему это все привело. Ну, пускай тут уже Буданов доложит, потому что я прям не помню, что были какие-то громкие результаты, которые Буданов докладывал и говорил, что те потери, которые понесли при этой высадке, они были обоснованы и аргументированы. Это что касается Крыма, да, и прочего. Вторая часть вопроса, напомните, пожалуйста. Ну, тут возникает другой момент. Смотрите, вот у нас продолжается вот эта, ну, тяжелейшая история. Мы вот начали с пиара. Вот сегодня СБУ и Генпрокуратура дело против Герасимова открыла. Ну, он, мол, организатор этого удара по Киеву. Это он. Ну, пиар же чистой воды. Ну, то есть, все помнили, как Шойгу вызывали в Мариуполь на суд. Да, еще тогда. Ну, где Мариуполь, где все? Какой выход из сложившейся ситуации вы видите? Политические выборы. Ну, не выход. Какой тогда выход? Насчет уголовных дел, и Украина, и Россия друг против друга заводят массу уголовных дел, и, ну, судя по этим всем заочным арестам,
то уже, наверное, и в России все правительство сидит, и в Украине все правительство сидит, и, ну, в общем, как-то руководят страной, да, то есть это пиар-акции, это там заявление, работа силовых ведомств, вот они показывают, что вот этого нужно посадить, этого осудили, но не имеет это никакого практического значения, кроме какой-то новости или темы, которая проживет не больше, чем полдня. То есть даже больше, чем полдня она не живет, потому что практического обоснования никакого нет. Что касается выборов и вообще смены власти в Украине, я считаю, что выборы и смена власти в Украине возможно исключительно при геополитическом консенсусе. Исключительно. Ни при каких других условиях это невозможно. Во-первых, давайте с точки зрения, вот есть 3 геополитических игрока, которые участвуют в этих процессах. Да? Ну, Россия, прямой конфликт, война с Украиной. Да? Дальше Британия и Соединенные Штаты Америки, которые не напрямую участвуют. Да? Американцы пытаются дистанцироваться, показать, что мы посредники. Вот. Хотя потом Рубио говорит, что не посредники, да, и к этому можно по-разному относиться, но 350 миллиардов долларов было передано Украине, до сих пор разведданные поступают, до сих пор работают Старлинки, до сих пор есть помощь не прямая, а через, например, европейцев, но она все равно поступает. Но для геополитических решений принимается, да, история, что они посредники. Русские, китайцы эту тему принимают, значит, это устраивает. Вот. Есть британцы, которые не планируют выступать посредниками, да, что бы они там ни говорили, они планируют быть прямыми участниками и планируют перехватывать инициативу американскую в Восточной Европе и вокруг этого конфликта формировать или усиливать, точнее усиливать геополитический центр в Европе во главе именно с Британией. Когда при консенсусе геополитических игроков, да, может произойти те или иные выборы в Украине. Ну, что с точки зрения Британии, нужны ли ей выборы? Нет, не нужны. Ее так все устраивает. Ну, в принципе, устраивает, да. А с точки зрения США и России, я думаю, да, наверное, все-таки нужны. Но при каких условиях они могут пройти? Американцы, русские неоднократно говорили, что чтобы прошли выборы, значит, нужно дать возможность голосовать на этих выборах людям с украинскими паспортами, проживающими не только в Украине, в Европе и в других странах, но в том числе в Республике Беларусь и в Российской Федерации. Да, коих там находится, я не вспомню, Путин год назад говорил, что-то свыше 6 миллионов человек. Да? Что такое 6 миллионов человек в электоральном смысле? Я думаю, мы понимаем, что это такое, и как эти люди проголосуют, тоже очевидно и понятно. Зеленский сразу же на перегонки выступил тогда, это 1,5 года прошло или год, и сказал, что не-не-не-не, вот те, которые там где-то в России, в Беларуси, им нельзя принимать участие в выборах, и они не будут принимать участие ни в каких выборах в Украине. Они свой выбор сделали. То есть это сказал Зеленский, а потом еще Верховная Рада на законодательном уровне решила принять акт, которым запрещает принимать участие в выборах людям там, с двойным гражданством краины-агрессора, да, либо Беларуси, либо еще чего-то. Ну, таким образом они как бы себя обезопасили. Давайте теперь подумаем, что если, например, проводятся выборы без участия этих людей, о которых говорил Путин, признает ли Российская Федерация эти выборы? Я думаю, ответ очевиден. Конечно, не признает. И он об этом прямо сказал, что если эти люди не будут принимать участие в выборах, то Россия не признает. Если Россия не признает эти выборы, на кой черт они тогда нужны для Зеленского, или для Зеленского, для британцев или для американцев? Ну, разве что просто кровати передвинуть, да? Потому что, ну, в классическом смысле, если есть консенсус между геополитическими игроками, выборы нужны для того, чтобы все стороны приняли новую власть, чтобы все стороны приняли новый курс, да, условного Рузвельта, только не в экономике, а в геополитическом смысле, что этот курс там нейтральный, внеблоковый и прочее. И вот только при таких условиях это решение этих фундаментальных вопросов, о которых мы и в Анкоридже слышали, то есть, ну, которые постоянно фоном идут за всеми частными вопросами. И только после этого возможны какие-то подписания долгосрочного мира. Если этого не будет, то тогда и подписания никакого не будет, об этом было заявлено. Поэтому, если мы смотрим на то, что происходит в Украине, мы видим заинтересованных
заинтересованные фигуры, которые там готовы на какие-то компромиссные решения. Это Соединенные Штаты Америки, я думаю, это Россия, да, после разговоров там с Трампом, и они между собой, я уверен, нашли какие-то точки соприкосновения и понимания. И в этом числе может быть Китай как лидер глобального юга, да, который может тоже принимать участие в этих решениях и гарантировать какую-то безопасность проведения выборов. Британцы, они до последнего будут биться, чтобы ничего подобного не случилось. Либо же будут выдвигать кандидатов. Вот надо только этих. Валера, Володя, да, там еще кто-то. Саша. Саша, да, ну да. Но этих кандидатов не примут американцы, потому что не примут русские. Американцам эти выборы нужны для того, чтобы наладить отношения с русскими. И тут все как бы завязано. Ты хочешь, не хочешь, можно как угодно говорить, да что там Россия, агрессор, что вообще обращать на него внимание? Они бомбят Украину, да, и что они там должны рассказывать, как выборы проводить? Ну, ребят, можете провести, вот реально, можем провести выборы и поставить Залужного. Но война после этого не закончится. Тогда вопрос, вам просто Володя лицом не нравился, Валера более симпатичный, но если цель такая, то можно проводить. А если цель реально урегулировать, то тогда необходимо согласие, а согласие есть продукт при несопротивлении обеих сторон. В данном случае этих сторон больше, чем две. И вот такой момент. То есть геополитический консенсус, а потом все остальное. А что такое провести выборы в Украине? Это же не просто, как Зеленский говорит, объявить выборы и все. Нет, это необходимо не амнистировать, это необходимо, да, оправдать всех политических заключенных, всех преследуемых людей. Это вернуть в права партиям запрещенным, да, которые незаконным образом были запрещены в Украине. Дать возможность баллотироваться политикам, которые находятся под репрессиями либо в гонениях. Вот, и неважно, что они там за границей или внутри там, страны где-то затихарились и сидят. Да, дать возможность всем принимать участие. То есть выбросить вот эти все политические преследования, уголовные статьи, санкции и прочее, вот, вернуть средства массовой информации. Невозможно проводить выборы, когда в Украине один телемарафон, либо Исландия там какая-то работает, да, условно говоря. Я даже, видите, запомнил название. Вот, то есть, по сути, как бы нужно вернуть возможности людям получать альтернативную информацию. Тогда можно говорить про выборы. А если нужна бутафория, тогда можно, конечно же, между Зеленским и Залужным спарринг устроить, туда же Усика добавить. Но результаты будут нулевые. Поэтому, чтобы говорить о выборах, да, в ближайшее время их точно не будет. То есть осенью это невозможно до осени такие процессы сделать. Более того, как организовать голосование. Например, даже вот сейчас отодвинем тех людей, которые живут, отодвинем, в смысле, сейчас вернемся к этому вопросу, да, которые живут на территории РБ и РФ. Давайте на территории Европейского Союза, там тоже сколько, больше 5 миллионов человек проживает, да, или там около 10 миллионов. Это сколько ячеек необходимо для голосования, где их организовать, какая перепись будет, кто это будет контролировать, какие гарантии, что не будут вбросы, что не будет фальсификация голосований, да. А когда британцы говорят, что мы готовы провести вам выборы, вот и вам и ответ, да, какое голосование будет. Согласятся ли американцы, которые являются противниками британцев, и русские в том числе, да, чтобы британцы подсчитывали голоса? Конечно, не согласятся. То есть Британия мимо кассы сразу улетает. Но она будет принимать в этом участие. Дальше, как организовать голосование на территории Российской Федерации и Республики Беларусь, да, чтобы это тоже было признано, чтобы потом не заявили, что там под дулами автоматом все голосовали, или там вообще никто не голосовал, взяли русские чиновники или ФСБ, сами бюллетени составили. Сейчас непонятно, где под дулами автомата проходит голосование больше, потому что там что ни день, то кто-то куда-то гранату бросил, то есть то во Львове там троллейбус увидели, что граната лежит, то просто поссорились и так далее, то стреляются, то еще что-то. ТЦК, конечно, ужасы эти производит. Вы так говорите, марафон, телевидение. Сегодня Минкульт обновил критерии для получения права на бронь. Это что-то. Значит, для учреждений культуры надо в сфере кино за год провести не менее 500 кинопоказов в не менее чем 10 областях Украины. 20% это некоммерческие показы для военных, ветеранов и так далее. Это вот те, которые в сфере культуры. То есть 2 всеукраинских культурно-художественных проекта.
нужно сделать для того, чтобы популяризировать национальный, культурный и креативный продукт Украины. А для СМИ надо иметь статус национального СМИ, производить для телемарафона патриотических и общественно значимых, в общем, передач, работать с иностранными СМИ и украинскими государственными каналами. Ну, то есть, в принципе, все понятно. Ну, то есть, как бы, все остальные без брони. Вы говорите, люди, которые там голосовать пойдут в Европе, он сегодня уже посол Германии от Украины говорит, будем возвращать будем, всех взад, все сюда, механизмы ищем. А чего? Мне кажется, найдут эти механизмы. Раз такое не делают внутри со своими гражданами, то и с европейцами договорятся. Почему нет? Ну, с европейцами, конечно же, договорятся, потому что европейцы сами заинтересованы в том, ну, как не европейцы, а европейские чиновники, да, заинтересованы в том, чтобы конфликт не прекращался, вот, потому что очень большие ставки на это все сделано, и очень большие капиталы заряжены в военно-промышленный комплекс, и шикарная аргументация, почему социальное государство, в том числе в Германии, перестает существовать, как сказал Мерц, да, потому что идет война, и нам необходимо обороняться, и все наши средства пойдут не на путешествия какого-то бюргера, да, а на вооружение для украинской армии, потому что Украина является последним форпостом Европы перед злой Россией, которая хочет захватить Берлин. Вот. Собственно говоря, для них и не надо, чтобы это все прекращалось. Но какой еще аргумент можно будет придумать для своего населения, почему мы должны большую часть денег налогоплательщиков, да, а я напомню, что весь этот Европейский Союз состоит из взносов, из бюджета, формирования бюджета, из национальных бюджетов. А национальные бюджеты формируются за счет чего? За счет того, что люди платят, люди, там, юридические лица, да, там, компании платят налоги в первую очередь. То есть, по сути, это людские деньги, которые люди производят. Вот, а не Европейский Союз мифический, да, производит какие-то бабки. Нет, это не так работает. Но для людей же нужно как-то это все объяснять. И если сейчас взять и аннулировать конфликты, да, и все, войны нет. Украина с Россией там худо-бедно примирилась, да, как-то ведут дела, уже никто никого не обстреливает, все отстраивается. Вот. А что дальше? Как тогда эти сверхприбыли аргументировать? Нужна какая-то другая тогда война, да? А кто из европейских стран готов воевать? Да никто не готов, никто не хочет этим заниматься. Вот есть Зеленский, он шикарный парень, всех устраивает. От нас только мы ему там немного денег даем и в 10 раз больше себе на карман кладем. То есть мы зарабатываем на этом. Зачем нам прекращение войны? У Зеленского людей не хватает, да? Ну так у нас же их хватает, у нас же украинцев много. Почему бы их не вернуть на территорию Украины? Это будет. То есть они рано или поздно к этому придут, что нужно возвращать украинцев обратно. И то, что говорит этот посол Украины, да, вообще, что не посол Украины в Германии, то какой-то кадр просто отборный. Вот. Ну, правда, Мельника тяжело перебить, но этот пытается. Вот. И, значит, ну, надо еще просто этого Мерца обозвать, как Мельник обзывал Шольца в свое время. Будут они это делать? Да, будут. С поляками конфликт, который, да, там уже вышел прям на новейший какой-то уровень, да, там, где Польша уже заявляет, что западноукраинские земли, в данном случае Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская области, это все мало Польши. Вот, и они там как-то входили в состав Польши, и это что-то почему-то они сейчас в состав Украины входят. Они это и в 90-х годах тоже заявляли неоднократно. Но, по сути-то, да, нечего развивать свой род, да. Иосиф Виссарионович все сделал правильно. Вот, это уже давно не польские земли, это украинские земли. А то, что когда-то что-то территориально куда-то входило, но я думаю, сейчас не Польша точно открывает рот, потому что там и немцы могут вспомнить определенные области, да, и, ну, в общем, вопросов начнется, это уже вся Европа, она краилась по несколько раз, а тем более там Польша. Но, тем не менее, это же не случайно все упоминается поляками, потому что благодаря удивительным персонажам по типу Зеленского и его окружения, которые умеют выстраивать межгосударственные отношения, которые сейчас сказали уже, что, ну, значит, Европейский Союз нам нафиг не надо, если нас туда не берут. Нам надо Бандера. Вот нам Бандера куди більш важніший, чем Европейский Союз. Поляки при этом все могут создать условия, при которых украинцев будут либо депортировать обратно, да, либо просто
не принимать на своей территории? Конечно, могут. Могут, и более того, это все к этому придет. Есть ли в этом какой-то хитрый план или замысел? Возможно, да. Ну, я не конспиролог, да, и данных конкретных нет. Вот. Но могло ли это быть так спланировано? Да, давайте создадим какой-то конфликт, при котором просто украинцев будут изгонять из европейской зоны. Особенно тех украинцев, которые призывного возраста. Ну, не призывного, как-то военно обязанных, да. Вот. Вполне себе такая история. Может быть. Для Зеленского это плюс или минус? Конечно же, плюс. То есть он пополнит ряды вооруженных сил Украины. Как он их пополнит, то уже никого не интересует. Для британцев, для европейских чиновников самая главная задача, чтобы Зеленский продолжал то, что он делает сейчас. Какими потерями, да, какими расходами, это не важно, потому что их цели оправдывают эти средства. Вот вы говорите, я не конспиролог, а зря. Зря. Конспирологическая информация приходит. Жуткая. Неизвестный аккаунт поставил $400 000 на полимаркете, что Путин покинет пост президента России до конца 2026 года. Значит, никнейм интересный у него, там... Зеленский, не? Нет, ну, в общем, как это? Девственный самец, вот так переводится. Цнотливый самец, вот так. Значит, с флагом Украины на аватарке. Он может заработать, между прочим, $2,5 миллиона, если этот прогноз осуществится. Значит, он сразу несколько сделал ставок, связанных с Россией. Петр Алексеевич, небось. С Россией и Украиной. Смутлый самец. Значит, в общем, однако крупнейшая из них была покупка контракта «Да» на сумму $420 000 покинет ли Путин до конца года свой пост. При этом букмекеры оценивают вероятность такого исхода в 12%. Вторая по величине ставка $61 000 на то, что Украина вернет Крым до конца года. Это тоже где-то 12% оценивают букмекеры вероятности. Значит, он стал через участником Polymarket, через X. В X пустой профиль, то есть нет никого. В общем, ни одной публикации и так далее. Получается, что интересно же, интересно. Особенно вот сейчас мы видим, как в Иране, опять-таки, очень, наверное, знаковый момент. Похороны Хамини, их растянут на несколько дней, ну, то есть там по стране с ним попрощаются, как положено. Но ведь это тоже знаковый момент, что все закончилось. Ну вот, даже если там где-то будут какие-то напряженности, Армуз, не Армуз, но вот это вот все, вот финал, да, все, Хаминии хоронят. А ведь эти же ставки на полимаркете, они же оскандалились. Почему? Потому что кто-то знал и ставил, знал и выигрывал деньги. А что в этом случае? 400 000 все-таки не маленькие деньги. Ставки – это зло, а вот азартные игры – это грех, а лудомания – это болезнь. Да, это для всех, кого, наверное, привлекли возможности заработать на подобных вещах. Ну, я могу поздравить этого человека с тем, что у него, наверное, очень много денег. Вот это какой-то очень богатый парень. Вот. Не Петр ли Алексеевич, случайно, да, который может вот так вот взять просто и выбросить $400 000 в урну. Лучше бы помог людям, нуждающимся за эти деньги. Проиграет этот парень, я заведомо скажу, да, ну, во-первых, Путин до 26 или в 26 году не уйдет никуда с России, это раз, да, сколько бы там ни ставили, нужно, ну, как минимум, хотя бы следить за процессами, да, это открытая информация, можно следить за политическими процессами в России, за тем, как выстроена система власти, сколько уже за 26 лет практически, да, как он при власти в России, ну, там, с некими маленькими изменениями, когда он премьером становился, а Медведев был президентом, да, сколько раз уже пророчили, что вот-вот Путин точно уйдет, сейчас Путин уже уходит, а вот через год он точно уйдет, он не будет дальше сидеть, а вот кто будет преемником и прочее. Ну, не ушел же до сих пор, и сейчас нет никаких предпосылок, чтобы ему уйти. Более того, во время войны, которая идет. То есть это тоже нужно учитывать.
Что касается там, крымской операции, опять-таки, ну, это будет очень глупая, неразумная авантюра, да, если Зеленский на это согласится. То, что кто-то хочет заработать. Единственное, кто в последнее время зарабатывает на политических событиях, это Дональд Трамп. И зарабатывает он колоссальные деньги. И там уже вроде как расследование началось, потому что уж больно много задекларировала его семья за последний год, 2,2 миллиарда долларов. На что Трамп сказал, я понятия не имею, на что они там эти деньги тратят, какие-то фонды, что-то там покупают, акции, это все мои дети делают. А со мной они не советуются, я не в курсе. Но, конечно, тяжело представить, что дети, когда там ставят на какие-то акции, да, связанные с нефтью, они там не спрашивают у папы, ты будешь гасить по Ирану или не будешь. Да? Ну, напрямую не спрашивают, наверное, пап, скажи мне на покупку или на продажу, да, там, на фондовом рынке ставить. И думаю, так не спрашивают. А вот о каких-то событиях спрашивают. А дальше 2 плюс 2 сложить. Дети у него не глупые, образованные, довольно-таки умные. Вот. И не замечены в том, в чем замечен был ребенок, ну, как ребенок, да, 50-летний ребенок Джо Байдена. Вот. Так что кто может действительно на этом зарабатывать? Такие люди, как Трамп и его окружение. А чудики, да, которые там наши сограждане, ну, флаг им в руки, наверное, очень много денег. Небось, на колл-центрах поднялись, раз так разбрасываются. Да, колл-центры еще та беда. Как это? Девственный самец, цнотливый самец. Он уже тоже, видите, как хочет заработать на том, чтобы Путин ушел. Александр Лазарев был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Спасибо, до свидания. Друзья, благодарю, что посмотрели это видео. Берегите себя и друг друга. Добра и света. Увидимся.